Друзья, приветствую вас на этом канале и хочу напомнить, что данный канал – это некий видеоучебник по истории йоги глазами тех, кто ее создавал и продолжает создавать сегодня. Сегодня у нас в гостях с другого конца света Дэвид Свенсон, один из самых известных основных международных преподавателей, практикующих в традиции Аштанга Йоги, который в течение многих лет путешествовал и преподавал по всему миру, создатель легендарных видео, аудиокассет и различных материалов, посвященных Аштанга Йоге. Дэвид, hello. Мой первый вопрос традиционный. Перенесемся в 1969 год, Техас. Ваш старший брат Даг вдохновил вас на занятия йогой. Вы помните тот момент, когда вы увлеклись? First question, we will travel back to 1969 to Texas when your elder brother Doug introduced you to yoga. And do you remember what exactly about practice inspired you? Well, first I'll say that he was my older brother. He's 5 years older, right? Но сначала я скажу, что это мой старший брат, он старше меня на 5 лет. So I looked up to him because, wow, he's my big brother. I want to do what he's doing. И поэтому я на него уже, он для меня был как пример для подражания. Я хотела делать то, что он делал. And so I was lucky that he was doing healthy, positive things. И мне повезло, что он делал здоровое, что-то интересное для своей жизни. Had he become a violent gang member or something, or fighting in bars, my life would be different right now. Если бы он стал членом какой-то гангстерской группы или дрался в барах, моя бы жизнь, конечно, была бы абсолютно другой сейчас. But he was a surfer, and then he also learned about yoga and healthy eating, and so I started doing all of those things also, surfing and eating good foods, and then yoga. Даг увлекался серфингом, и он питался правильно, и поэтому я тоже начал заниматься и серфингом, и стал хорошо питаться, а потом и занялся йогой. And honestly, it just felt good. И если честно, мне просто было хорошо. It felt good to my body and also to my mind. Мне было приятно и хорошо для моего тела и для моего разума. I was very shy and a little insecure as a child. Как ребенок я был немножко неуверенный в себе и очень стеснительный. Yoga began to give me some confidence and feeling of strength in my body and also in my personality. И йога помогла мне обрести не только физическую силу, но еще уверенность в себе. And there were no teachers. И тогда вообще не было учителей. We only had books. У нас были книги. And we would take the book to the park and go under a tree and read the book and then try to do the yoga that we were reading about and looking at. И мы брали книги в парк, садились под дерево, читали книги и потом пытались делать йогу, которую мы выучили по книгам. And the neighbors called the police. И однажды соседи позвонили полицейским. Because we were long-haired boys under trees, doing like sun salutations like that, and they thought we were worshiping the devil. Потому что мы были два парня с длинными волосами, сидели под деревом и делали приветствие солнцу, и люди подумали, что мы просто поклоняемся дьяволу. So it was very strange to do yoga in Texas in 1969. В 1969 году это было довольно странно заниматься йогой в Техасе. So that's how I started. Вот так я начала. Вы упомянули, что одна из первых книг, которую вы приобрели, это «Йога Дипика. Прояснение йоги Айенгара». У вас был соблазн освоить все позы оттуда? You've mentioned in other interviews that one of the books that you had was Light and Yoga or Yoga Dipika by B.K.S. Iyengar. Were you inspired to learn all of the asanas from that book? We had that book and also Integral Yoga by Swami Satchidananda.
Да, у нас была эта книга, и потом была книга с вами Сачитананды «Интегральная йога». And yes, we would try to do all of the asanas, but of course we couldn't, but we tried. И, конечно же, мы пытались сделать все позы, мы не все могли делать, но, во всяком случае, мы пытались. В 1973 году вы начинаете практиковать аштанга-йогу под руководством Дэвида Уильямса и Нэнси Гилгов. Вы помните первое впечатление от первого класса аштанга-виньяса йоги и как это произошло? In 1973, you started practicing Ashtanga Yoga with David Williams and Nancy Gilgoff. Correct. Do you remember your experiences and your first impressions from your first classes? Yes, I remember very clearly. Да, я очень хорошо помню. So I had been doing some yoga and I left Texas and went to California. Да, я к тому времени уже практиковал йогу и переехал из Техаса в Калифорнию. I was only 16 years old. Мне было всего 16 лет. And I went away by myself to go to California because I couldn't take it anymore in Texas. В Техасе он больше уже просто не мог жить из-за обстановки. И он переехал в Калифорнию совсем один. And my friend, he says, "Oh, you like yoga. You should come to this new yoga class I've been doing." И друг ему сказал: если тебе нравится йога, то тогда приходи со мной на урок. Новый урок, я хожу на него. So it was early one morning and it was cold. И было довольно рано утром, и было холодно. And we entered this room. И когда мы зашли в зал, в студию, and I see two groups of people in a long line facing each other like this, doing yoga. и я увидела, что было два ряда людей, которые смотрели друг на друга, и они занимались йогой. The first impression I have was the sound. И первое впечатление, которое у меня было, это был звук. There was this sound of breath in the room, almost like the room itself was breathing. Звук был настолько впечатляющий, что создавалось впечатление, что сама комната дышала. And what these people were doing was so much more dynamic than anything I had learned before. И то, что делали эти люди, их практика, она была намного более динамичной. And they were flowing and moving in what appeared to be some kind of sequence, like a choreographed dance. Yeah? И они двигались и как будто выплывали из одной позы в другую, и это даже было похоже на хорошо хореографичный танец. Или танец с хорошей хореографией. But they were all moving independent of each other. It wasn't like they were all synchronized. Но это было не синхронное движение, а каждый делал какие-то свои упражнения. And I was fascinated. I stood there just with my mouth open, like, ah. И я просто был настолько удивлен, я просто стоял с открытым ртом, очень впечатлен был тем, что я видел. And there was sweat dripping from their body. И с них просто пот катился в 3 ручья, со всех с них. But the room was not heated, so the air was cold in the room. И зал не был обогретым, в нем было довольно холодно, но было ощущение, что было очень жарко. And the early morning rays of the sun were coming through the window, and I saw steam rising from the skin of the student. И через окно проходили лучи поднимающего солнца, и когда эти лучи падали на студентов, на практикантов, я увидела, что от их тел просто поднимается пар. This blew my mind. I was like, wow, what is this? И это у меня как будто взрыв в голове произошел, у меня было вообще, что это такое, что происходит? How were they generating this heat and that flowing movement? I'd never seen anything like it. Он не мог понять,
каким образом они производят столько энергии, столько тепла, просто двигаясь, выплывая из позы в позу. Он никогда до этого ничего подобного не видел. And we were all hippies at the time. We had long hair and, looked like hippies. И в то время мы все были хиппи, у нас были длинные волосы, но мы выглядели как хиппи. And there were two people that were obviously the teachers because they were walking around the room without really talking, but they were adjusting and physically moving students' bodies around. Ага. И в зале было 2 человека, которые, похоже, были учителями, потому что они не занимались, они просто ходили по залу, практически ничего не говорили, а подходили к практикантам и немножко делали всякие adjustments, скажи, Паша, adjustments. Правки. Правки. And it was a, I'm sorry. We're good. It was a young man and a young woman, older than me, but still young. И эти 2 молодых людей были мужчина и женщина, они были довольно молодые, но старше меня. So I was 16 and they were probably in their early 20s. Мне было 16, а им, наверное, было лет по 20. Может быть, слегка за 20. And it was a man and a woman. Yes, we've said that. A guy. Okay. And so the man, he walked up to me and says, "Hi, who are you?" He talks like this. He has a funny accent in America. "Hi, who are you?" И мужчина подошел к нему и с таким смешным южноамериканским акцентом сказал: "Привет, ты кто?" Say, "Oh, hello, my name is David." Я сказала: "Здравствуйте, меня зовут Дэвид." And he says, "Hi, David, I'm David." И он сказал: "Привет, Дэвид, я тоже Дэвид." It was David Williams. Это был Дэвид Уильямс. And his wife, Nancy Gilgoff. И его жена Нэнси Гилгоф. Later, I discovered that that David and another guy named Norman were the first 2 Americans ever to do Ashtanga Yoga. И позже я узнал, что Дэвид и другой молодой человек, его звали Норман, были первые 2 американца, которые занимались аштанга-йогой. Yeah. So that was my first impression, the first moments. Great. Это были его первые моменты, первые впечатления. Уже через год вам посчастливилось впервые увидеть своими глазами Потапхи Джойса в Америке? And a year later, was it in 1974 when you met Pattabhi Jois for the first time in the United States? It was 1975. В 75-м. Как это было? Что вы тогда подумали об этом учителе? And would you tell us about your impressions and your experiences then with Pattabhi Jois? So David and Nancy decided to bring Pattabhi Jois to America for his first visit. Значит, Дэвид Уильямс и Нэнси Гилгоф, они решили привезти Паттаби Джойса в первый раз в Америку. It was in the fall of 1975. Это было осенью 75-го года. And they said, "We are going to bring our teacher." Yeah. И они сказали: "Мы привезем нашего учителя вам." And they told us a little about him, and we were very excited. И они рассказали ученикам немного о нем, и все очень, конечно, были вдохновлены и очень ждали, когда он приедет. And we wanted to show Pattabhi Jois how good of students we are, and also to make David and Nancy proud of us. И они хотели показать Паттаби Джойс, какие они хорошие студенты, практиканты, но они также хотели, чтобы Дэвид и Нэнси ими гордились. So we began to increase the intensity of our practice to prepare for the guru coming. И поэтому они стали заниматься еще больше, потому что их гуру приезжал. And the day came when he arrived in America. И, наконец, пришел день, когда он приехал в Америку. And David said to us, "All right, let's go greet the guru." Дэвид со своим южным акцентом сказал: "Окей, ребята, поехали встречать нашего гуру." And this was back before all of the
airports had so much security where you could just go right to the gate of the airplane and greet the arriving passengers. Yeah. Ага. Ну и в те времена, конечно, не было почти никакой security в аэропортах, и можно было идти прямо чуть ли не к самому самолету, чтобы встречать прилетающих. So we see Pattabhi Jois coming from the airplane. He has a shaved head and he's wearing traditional Indian clothing. Yeah. И мы увидели Паттаби Джойс, у него была побритая голова, и он был в традиционной индийской одежде. And walking with him is his son, Manju. И с ним прилетел его сын Манджу. Manju is wearing blue jeans and a very tight t-shirt. И Манджу одет в очень таких узких джинсиках и прилегающей маечке. And his hair is a little bit long. И у него волосы довольно-таки длинные. And as they approach, Pattabhi Jois turns and he points to his son and he says, "This is my son, Swamiji." И когда они спустились вниз, Паттаби Джойс показал на Манджу и сказал: а вот это мой сын, и назвал его Swamiji. Manju looks at us and he says, "I am no Swami. My name is Manju." И Манджу на них посмотрел, сказал: я не с вами, меня зовут Манджу. Then he says, "We have come here to break your backs." Мы прилетели, чтобы поломать ваши спины. We're like, Они все притворились, что они довольно испуганы. and they stayed for 4 months and it was really fun. And we worked very hard. Они были с нами 4 месяца. Было очень весело, очень интересно, и мы очень тяжело работали. So that was my first impression of him. And he had a big smile. Excellent. Это было его первое впечатление о приезде Паттаби Джойс, и у него была очень большая улыбка на лице всегда. В те времена существовало 4 серии, а не как сейчас 6. Правильно я понимаю? Back in the day, were there 4 series of practice I versus understand. as it is today? Yes. And they were called, they didn't have numbers. Okay. Ага. Да, тогда таки было 4 серии, и у них не было цифр. They were called primary, intermediate, advanced A, advanced B. Значит, они были начальная, Паша, скажи. Средняя, продвинутая Средняя. А, продвинутая Б. Да, средняя, продвинутая А и продвинутая Б. They also had Sanskrit names. И, конечно же, у них были имена на санскрите. Primary was called Yoga Chikitsa. That means yoga therapy. Значит, начинающая серия была йога чикитса или йога-терапия. Intermediate was called Nadi Shodhana. That means nerve cleansing. Средняя была, промежуточная была нади шодана или очищение нервной системы. Advanced A and B came under one name called Sthira Bhaga. That means steadiness. Ага. И следующие 2 продвинутые были названы стхира бага или неподвижность. And later they got numbers. И позже их пронумеровали. Primary became first series. Ага. И начальная стала первая серия. Intermediate became second series. Средняя стала вторая серия. Advanced A became third and fourth series. Ага. Значит, продвинутая A была стала 3-я и 4-я серии. Advanced B became fifth and sixth series. И продвинутая B стала 5-й и 6-й серией. Yeah. Дэвид, объясните, почему ваш полет в Индию не имел прямого рейса, и вам пришлось сделать огромное количество пересадок, и ваше первое впечатление о самой Индии?
David, if we talk about your first trip to India, would you tell us about those numerous flights you had to take? Why did you have to take so many flights on your way there? And share your impressions of India when you arrived there. Yes, first I would like to tell you about how David Williams and those guys used to go there before I ever went. Но перед тем, как я расскажу, как я туда поехал, я хочу вам рассказать, как туда добирался Дэвид Уильямс. They would fly to Europe and then hitchhike. Да, и потом они летели сначала в Европу, а потом автостопом добирались до Индии. They didn't fly to India, they traveled overland. Да, они не летели, они по земле путешествовали. They rode on buses or trucks, or maybe a group of hippies get together and say, I have a Volkswagen van, let's drive to India. Да, они или на автобусе ездили, или на машины останавливали, большие траки, или, может быть, у какого-то хиппи был маленький мини-автобус Volkswagen, и они говорили, о, ну тогда давайте, ребята, соберемся и поедем в Индию. They didn't even know where. They just knew India is where the yogis are. I'm going to India. They didn't even have a city in mind. Тогда у людей очень многих даже не было понятия, куда именно в Индию они ехали. Они знали, что в Индии есть йога, и они просто должны до Индии добраться. А куда это So было? it would take them weeks to get there. И поэтому это занимало неделями, чтобы добраться до Индии. So the journey I had was much easier. Поэтому мое путешествие до Индии было намного легче. But you've got to keep in mind, there were not so many direct flights back then, right? You had to make a lot of small flights. Да, ну и, конечно же, тогда не было так много прямых рейсов. Надо было садиться на очень много самолетов, делать много пересадок. So I flew from Hawaii to San Francisco. Поэтому я летела из Гавайи на Сан-Франциско, San Francisco to New York, Сан-Франциско, Нью-Йорк, New York to Paris, до Парижа, Paris to Tehran, Iran, ага, Париж, из Парижа до Ирана, до Тегерана в Иране, from Iran to Delhi. Иран, Дели. And then before Mysore, I made a trip up to the mountains. И перед тем, как поехать в Майсур, он еще поехал в горы. And then I flew from Delhi to Bangalore and then took a train to Mysore. Ага. А потом из Дели он полетел в Бангалор, а из Бангалора на поезде поехал в Майсур. And my first impression of India before I went south, when I first landed, I needed some money. И прежде всего, когда я прилетел в Индию, перед тем, как ехать еще куда-то, мне нужны были деньги. I should say I needed to change some money from US dollars to rupees, right? To have local money. Ага. Окей. Ну, точнее, мне нужно было поменять мои доллары на индийские рупии. And I'm actually writing a book right now, and I've written a lot about these journeys, yeah. И сейчас я пишу как раз книгу, я довольно много уже написала о моих путешествиях. And coming out from the airport and trying to find a bank to change money, it was just like, wow, everything hits you, all of your senses at once. И когда я вышла из аэропорта, чтобы найти банк, чтобы поменять деньги, все чувства сразу, как будто тебя волной Окатило. окатило. Спасибо, Паша, спасибо. Да, как будто окатывает волной. Неимоверно. It's crowded and noisy and hot and smelly all at the same time. И много очень народа, очень громко, довольно пахнет, жарко, всего много сразу. And it's like if you take every smell in the world and put them in a blender. Это такое впечатление, как будто Right? все запахи мира положили в блендер и смешали. You have the smell of diesel fuel and urine and feces and
jasmine flowers and incense. Сочетание запахов и дизеля, и мочи, и кала, и цветущего жасмина, и горящих палочек. Все вместе. Это много. And people pushing in and yelling at you because they want to take you, and you're just like overwhelmed. И люди тебя толкают, и потому что им всем от тебя что-то нужно, все хотят тебе помочь. И, это чересчур, можно сказать. But I managed to get to the bank. Но, тем не менее, я добрался до банка. And I quickly realized that everything in India means you have to wait in a line. If you want to do something, you have to wait in a long line. И я быстро понял, что если что-то нужно сделать в Индии, нужно стоять в очереди. Или So даже... I wait in line, and they give me a coin with a number. Да, если что-то нужно сделать быстро, то очередь будет еще длиннее. Поэтому сначала я должен был стоять в одной очереди, и мне дали маленький такой, как монетку. They say, you wait, when we call your number, you come up and you go to that window over there. И сказали, а теперь вы ждите, и когда мы вызовем ваш номер, вы пойдете к другому окошечку, в другой очереди. And so then I wait another line and I go to the second window. И потом он ждал в другой очереди и, наконец, добрался до второго окошка. And I give my dollars. И дал им мои доллары. I don't even know the exchange rate. I'm tired and I didn't plan ahead. В тот момент я был очень уставший, я не знал курс обмена, и у меня ничего не было заранее запланировано. So I don't know how many rupees I'm going to get. И поэтому я даже не знал, сколько же мне рупий отдадут взамен. So the man counts and puts this stack of money and pushes to me. И поэтому клерк отсчитал довольно много денег и дал такую пачечку бумажек мне. I scoop it up and say thank you, and I turn to walk away. Он взял эту пачку денег, сказал спасибо и повернулся, чтобы уже уходить. And the guy says, "Oh, but sir, this is only half of the money." И клерк ему говорит, сэр, извините, но это только половина денег. So, oh, I'm so sorry. I just trusted that was all. И Дэвид сказал, ой, простите, я просто доверил, я думал, что это только уже вся сумма. And he looks at me and says, trust only in God. И клерк на него посмотрел и сказал, ты можешь доверять только Богу. So that was my first impression of just stepping foot into the country. Yeah? Это было его первое впечатление о Индии, когда он только туда попал. Практика и обучение Потапхи Джойса в Майсоре отличалось от того, что он давал в США? Would you say that Pattabhi Joyce's teaching in India was different compared to what and how he was teaching in the US? Yes, it was different. Да, оно отличалось. First of all, in India on that first trip, there were only maybe 4 of us there. Сначала я вам скажу, что было всего 4 нас, когда я приехал. So he had all day to work with us. He had nothing else to do. We were his entertainment. Поэтому, имея 4 учеников, мы у него были больше как развлечение для него. Он работал только с нами 4. So, and we were very enthusiastic. И у нас очень был большой энтузиазм. We were like Labrador dogs. Мы были как лабрадоры и собачки. You know, when you throw the tennis ball and they're just like, yeah. Throw it again. Yeah, like that. Когда ты с лабрадором играешь и бросаешь ему мячик, и они такие очень веселые, счастливые, довольные. Давай, бросай еще мячик, еще. Так и мы были. But we were like that for asanas. Да, но мы были такие с асанами.
Oh, give me more, give me more. Да, дайте нам еще. And this made him excited also because really the local people weren't very enthusiastic for the yoga. Ага. И Потаби Джойс самому это понравилось, он был очень тоже вдохновлен этим, потому что местные жители не были настолько увлечены йогой. Sometimes the student can also inspire the teacher. Yeah? Yes. Иногда студенты тоже вдохновляют своих учителей. Our enthusiasm to learn fed his enthusiasm to teach. Beautiful. И наш энтузиазм учиться кормил его энтузиазм нас учить, преподавать. So he was just bringing asanas in every day, like barrels full. More. Поэтому каждый день он давал нам новые асаны. Такое впечатление, что он прямо давал нам полную тележку новых асан, пока мы уже даже не чувствовали, что, может быть, это уже много для нас. Then he decides maybe we should practice twice daily. А потом он решил, может быть, мы дважды в день будем заниматься. Early morning and then in the late afternoon, second practice. Рано утром и попозже в обед для второй практики. Then he decides maybe this is not enough. А потом он решил, может быть, этого недостаточно. During each practice session, we have to do 2 complete series. И в течение каждой практики мы должны были делать 2 полные серии. Primary, intermediate in the morning and advanced in the afternoon. Wow. Да. Начальную и среднюю утром и продвинутую в обед. Then he adds pranayama. Потом он добавил пранаяму. Teaches us nauli to roll, the stomach. Ага, и научил наули, как двигать мышцами живота. And neti. И нети. Ага. Neti kriya, Да, нети крия, Yes. да. Not this one. Not with the water, with the string. Sutra Да, neti. не водой, а сутрой, а ниточкой. We would let this man do anything to us. И мы разрешали ему делать все, что он хотел с нами. So his original yoga shala was very small. Его начальная, оригинальная школа йоги была довольно-таки маленькой. And we would stand in front of a little sink. И мы стояли for nauli. I'm sorry, for neti. For neti. Yeah. We would stand near a sink. А они стояли около раковины для нети процедур. And we would tilt our head back like this. И вот так они голову назад закидывали. And he would take the string and put it up our nose. And when he saw it in the back, he would pull it out and go, Да, и он ниточку засовывал им в ноздрю и смотрел им в рот, и когда она показывалась во рту, он ее вытягивал и потом вот так ее двигал и смеялся в это время. He does one nostril, then the other nostril. Сначала он делал одну ноздрю, потом другую. And then he pulls the string out. Потом доставал нитку. Ага. The same string, he points to another student and says, next. И той же ниткой он показывал на следующего ученика и говорил, а теперь твоя очередь. And we're like, ew, no. Но они, конечно же, не хотели этого. No hygiene. I want my own thread. I don't want that person's nose stuff in my nose. Like, да, они, конечно же, не хотели чьи-то еще сопли какого-то другого человека в их носу. And in India, there were no led classes. И в Индии не было организованных классов. When he came to America, he started doing led class. Когда он приехал в Америку, он начал именно вести урок. That's the reason you hear Mysore style practice, right? It used to be in Mysore, there were no led classes. Поэтому мы слышим термин Mysore класс. Это когда нету преподавателя как ведущего.
потому And что then так in раньше America- понимали историю. Sorry. And And then in America, there were many more students, so that changed how he taught also. Yeah. И в Америке было намного больше студентов, поэтому это тоже поменяло, как он преподавал. Вы помните тех троих, которые были с вами впервые в Индии? Do you remember the other 3 students who were there with you in class in India? Yep. I had a girlfriend at the time that was with me, Моя подружка была со мной. and a guy named Paul. He was a British guy, И был парень из Англии, его звали Пол. and he was mostly interested in the philosophy. И он в основном был заинтересован философией. But in order to speak about the philosophy, he had to do the practice. So he was there. Но для того, чтобы говорить о философии, ему приходилось быть там и заниматься и асанами тоже. And there was an Indian man, and I have forgotten his name. И там был еще мужчина из Индии, но я не помню его имя. And he was a Kathakali dancer. You know, they control all the muscles in their face. Amazing. И он был танцор в стиле катакали, где они очень сильно управляют мышцами своего лица и выражают эмоции. Все написано на лице. Очень интересно. That's it. Возвращаясь к вопросу о философии, кстати говоря, сегодня вы получили ответы на все те вопросы, которые были адресованы к Потапхи Джойсу в вашем письме после приезда и возвращения в Америку? If we could switch talking about philosophy for a little bit. When you came back from India, you wrote a letter to Pattabhi Jois asking some questions. By now, after all these years of practice, have you received answers to all of your questions? Not from Pattabhi Jois. Нет, Pattabhi Jois. From life and practice you have? Yeah. Meaning I didn't get an answer. He did not answer my letter. So. На мое письмо он не ответил. I will say that I have found answers, and I have also gained peace with the unanswered questions. Beautiful. Я скажу, что я нашел ответы на мои вопросы, и я также смирился с теми вопросами, на которые я не нашел ответов. I have realized that answers are overrated. Я понял, что... I'll say too much importance on answers. Я скажу, что я понял, что ответы на вопросы иногда им придается слишком много значения. The real juice in life exists in the questions. Сок или соль жизни, да, находится в самих вопросах. Finding a good answer should create 3 new questions. Beautiful. Находка ответа на вопрос должна создать 3 новых вопроса. I don't believe there is ever a moment that we should feel like we know everything. Я не верю, что в любой момент мы должны знать все. People that think they know everything are incredibly boring to be around. Люди, которые думают, что они знают все на свете, с ними довольно-таки неинтересно быть. Yeah. So now I enjoy the questions because it keeps me searching and wanting to learn more. И теперь я наслаждаюсь вопросами, потому что это заставляет меня познавать, учиться и хотеть знать еще больше. Дэвид, можно ли поставить знак равенства между двумя терминами йога и любовь? David, do you think we can put the equation sign, like equal sign, between yoga and love? Yoga equals love. Equals love? Yes. It depends what you do
with the benefits you gain from yoga. Это зависит от того, что вы делаете с пользой, которую вы получаете от йоги. Not all people that practice yoga are loving people. Sadly, but true. Не все люди, которые практикуют йогу, они любящие люди. Yoga is a tool. Йога — это инструмент. What we do with the tool will determine our depth and ability to love. И то, что мы делаем с этим инструментом, определит нашу возможность любить. The ability to love and spirituality is not determined by what we practice. Возможность любить и духовность не определены тем, что мы практикуем. The practice of yoga is like a gardener preparing the soil to plant a garden. Практика йоги — это как садовник, который готовит землю, почву в саду, чтобы посадить сад. If you've ever planted a garden, what is the first thing you do? Если вы когда-то сажали огород, что первое, что вы делаете? You take a shovel and you turn the earth over and you put in compost and you aerate it and fertilize it and make it very rich, beautiful soil. Да, первое, что мы делаем, мы берем лопату, копаем землю, переворачиваем землю, да, чтобы принести больше кислорода, чтобы удобряем ее компостом, чтобы создать плодотворную почву для роста. That's what it means to practice, to create fertility, to create fertile ground inside. И вот что значит практиковать йогу. Это значит, что мы создаем эту плодородную почву внутри нас. Next are the seeds that we plant in this fertile earth. А потом это уже семена, которые мы сажаем или опускаем в эту плодородную землю. What if we do lots of yoga practice and then plant some ego seeds in there? Что происходит, если мы много занимаемся йогой, но после этого мы опускаем семена эго в эту землю? You can grow a bigger ego than the average person because the soil is so fertile. Мы можем вырастить эго обыкновенного человека, потому что наша почва так подготовлена к внутреннему росту. The more practice we do, the more careful we have to be as to what are the seeds I'm planting in here. Чем больше мы практикуем, тем более мы должны быть аккуратными с тем, какие семена мы будем сажать в нашу почву. So the potential is there if we are very clear and can plant seeds of love, then yes, our yoga will equal love. Значит, потенциал йоги, равноценной любви, конечно же, есть. Если мы подготовили почву, и мы сажаем семена любви в эту почву. But there are people who would do a lot of yoga that are mean and selfish, egotistical people, right? Но существуют люди, которые занимаются очень много йогой, но они в то же самое время очень самоуверенные, недобрые и довольно эгоистичные люди. Yoga creates potential. Йога создает потенциал в нас. Basically, the maturity of understanding means that we have understood how to apply the benefits of our yoga for the greater good beyond our own selfish desires. Значит, зрелость определяет то, что мы можем создать после нашей практики, которая идет дальше, чем наши собственные желания. Согласны ли вы с утверждением, один преподаватель в России как-то сказал,
что очень много сегодня хороших преподавателей йоги, отличных, но они как люди, извините, дерьмо. Нормально ли иметь таких преподавателей в современном сообществе? Или нужно как-то реагировать? One of the Russian teachers said that there are a lot of yoga teachers these days, and they're good yoga teachers, but as people, they are, and I'm going to say it, shit. Do you agree with the fact that we have to accept it, or do we do something about teachers like that? I don't try to judge or change other people. Я не пытаюсь не судить, осуждать, не менять других людей. If you see negative qualities in someone else, then look inside and make sure you don't have those qualities. Если вы видите нехорошие качества в ком-то, посмотрите, загляните в себя и удостоверьтесь, что у вас самих нету этих качеств. I don't think that yoga teachers should waste their time, energy, or breath in talking bad about other teachers. Я не думаю, что учителя йоги должны терять свое время, дыхание, усилия на то, чтобы говорить что-то плохое о других учителях. None of us are perfect. Никто из нас не идеален. Спасибо, Паш. Better to focus on what we can do to help to make the world a better place. Но очень важно сфокусироваться на том, что мы сами можем сделать, чтобы изменить мир в лучшую сторону. There's one thing in yoga called svadhyaya, self-study. В йоге есть концепт свадьяи, да, самопознания. There's not one for studying other people. Нету концепта для познания других людей. Yeah. It's easy to find fault in others. Конечно же, намного легче увидеть чью-то вину или чьи-то негативные качества. But also, maybe we have to understand they're doing the best they can. Но, может, мы тоже должны понять, что и те люди пытаются делать, они стараются как только могут. So just be the best teacher you can be, and you will attract the students that you want to have with you, yeah? Нам нужно просто быть самыми хорошими учителями, и тогда к нам пойдут хорошие ученики. It becomes a big problem if we think we want to fix other teachers. Это становится проблемой, если мы начинаем думать, что мы хотим исправить каких-то других учителей. Who decides who's at the top, that is the one that is correct, that's going to fix everyone else? Да. Кто решает, кто наверху, который будет тот, который всех изменит или исправит? If we try to organize it that much, it's a problem. Если мы будем пытаться так это все изменить, это станет большой проблемой. I'll tell you my idea about teacher certification. Yeah? Я расскажу вам о моих впечатлениях и идеях о сертификации людей. I am not certified. Я не сертифицированный преподаватель. Вы получили авторизацию? У вас, you don't have an authorization or certification? Nothing. No Ничего. authorization, no certification. Ни авторизации, ни сертификации. I believe there are three categories. Мне кажется, я верю, что существует три категории. Certified, authorized, and tolerated. Сертифицированный, авторизированный и тот, которого терпят. Терпимый. Certification is new. Сертификация – это новый концепт. Patabi Joyce wasn't certified. Паттаби Джойса не было сертификации. Iyengar wasn't certified. Iyengar, у него тоже у Иенгара не было сертификации. Krishnamacharya not certified, right? Ачарьи, конечно же, не было сертификата. None of the early teachers of Ashtanga, there was no such thing.
самые первые учителя в Аштанге, у них не было никакой сертификации. Though David Williams claims he was the first to be authorized by Pattabhi Jois, Дэвид Уильямс говорит, что он был первый, которого Паттаби Джойс дал разрешение, как дал авторизацию, чтобы преподавать. but it was not a piece of paper. Но это не был кусочек бумажки. Pattabhi Jois gave him a brass plaque of Shiva and said, wherever you teach, you put this above the door of the place you teach. Он просто подарил ему такую, как памятную доску с образом Шивы и сказал, где ты не будешь преподавать, над дверями должна висеть эта доска с Шивой. Pattabhi Jois knew I taught, and he always asked me, oh, how's teaching? How's it going? Yeah. Паттаби Джойс знал, что Дэвид преподает. Он всегда его спрашивал, ну, как у тебя дела, как у тебя преподавание идет. In America, there was a big yoga conference many years ago. Много лет тому назад была большая конференция, йога-конференция в Америке. And a group of teachers had a big presentation, and they said, we have a great idea. И целая группа учителей сделали презентацию, потому что они сказали, у нас есть замечательная идея. We want to create the Yoga Alliance. Мы хотим создать Yoga Альянс. Альянс. So that we can, Yeah. we're going to make this board of people so we can make certain that people are qualified to teach. Мы хотим создать панель преподавателей, которые будут решать, кто из других учителей будут квалифицированными преподавателями. In the audience were many other teachers and students, yeah. И в аудитории было очень много и учителей, и учеников. Teachers in the audience looked at each other and were like, this is a bad idea. И учителя посмотрели друг на друга и сказали, это не хорошая идея. But obviously it went forward, right? The Yoga Alliance was born. Но, тем не менее, Йога-Альянс родился. Все равно он был создан. And you could have 200-hour, 500-hour authorized certified teachers from Yoga Alliance. Да, и поэтому можно получить сертификат 200 часов, 500 часов от Йога-Альянса. But remember, the goal was to make sure that people that were teaching yoga were good, qualified teachers. Но цель этого альянса была, чтобы убедиться в том, что люди, которые преподают йогу, это хорошие, квалифицированные преподаватели. Did they achieve their goal? Они достигли своей цели. There are 200-hour, 500-hour certified people that are terrible teachers. Существуют преподаватели 200-500 часов сертификации, но они не хорошие, они ужасные учителя. And there are some that are good teachers. И некоторые из них очень хорошие учителя. But are they a good teacher because they're certified, or would they just be a good teacher anyway? Но они хорошие учителя, потому что у них есть сертификат, или они так бы и были хорошими учителями без сертификата? Right? But now it becomes dangerous. Но теперь это опасная ситуация. The teacher takes their certificate and puts it on the wall in their studio. Учитель берет свой сертификат и весит его на стену в своей студии. And the student comes in and looks and they're like, wow, this teacher is certified. They must be good. It says right there, they're certified. Must be a good teacher. Студенты приходят в студию, видят сертификат и говорят, у этого учителя есть сертификат, значит, это хороший учитель, если у них есть бумажка. Maybe they're good, maybe not. Может, они хороши, а может быть и нет. Some people are very good at taking tests. They made an A on every test in their yoga teacher training. Некоторые люди просто очень хорошо сдают экзамены. Они ответили на 5 баллов на каждый вопрос на их экзамене. They know the history of yoga and they know anatomy, but they can't teach very well.
Они могут знать и историю, и анатомию, но тем не менее они не будут очень хорошо преподавать, могут нехорошо преподавать. And this is even true in Ashtanga. И даже в аштанге это существует. What was certification and authorization based upon? На чем была основана сертификация и авторизация? How long have you been practicing? How many series can you do? Okay, you're certified, you're authorized. Это зависит от того, как долго вы практиковали, какие серии вы делаете. Хорошо, ну от этого мы вам дадим, из-за этого мы дадим вам сертификат. But the ability to practice and the ability to teach are not always the same. Но возможности практиковать и возможности преподавать, они не всегда совпадают, они не всегда одно и то же. So I have a new idea. Поэтому у меня новая идея есть. Very interesting. But before I tell it to you, I want to say one more thing. Но до того, как я вам расскажу мою новую идею, я еще хочу что-то сказать. Certification is not bad. Сертификация – это не есть плохо. And I'm friends with Manju and Sharat and Saraswati, all of Patabi Joyce's family. I'm friends with all of them. Я дружу и с Манджу, и с Сарасвати, и Шаратом, со всей семьей Патаби Джойса. In the world of yoga, I am like Switzerland. В мире йоги я как Швейцария. Independent. Yeah, I'm neutral. I'm Я neutral. я нейтрален. I'm going to be friends with all of them. Я буду дружить со всеми. When Sharat is traveling and teaching, I go to his class and I go to breakfast after. Когда Шарат где-то преподает, я иду на его уроки, а потом идем и завтракаем вместе. Here's my new idea, Pavel. Ну, вот моя новая идея. We should forget teacher certification. Мы должны забыть о сертификации учителей. I want to begin student certification. Он хочет начать сертифицировать учеников. That's a great idea. Okay, so imagine before someone begins the practice of yoga, they first have to go to a small course to understand what are the qualities of a good teacher. Представьте, что перед тем, как начать заниматься йогой, человек должен взять небольшой урок о том, что делает преподавателя йоги хорошим преподавателем. They don't have to pay anything for this. It's just some qualities of a good teacher that they learn about. Они даже не должны будут платить за этот урок, это просто узнать, что же за качество хорошего учителя. And we could probably agree on some things, like it's good to be patient and compassionate and all these things, yeah? И мы можем согласиться, какие это качества, да? Терпение, взаимопонимание, сочувствие. So now the certified student comes into a yoga school. И теперь сертифицированный студент приходит в школу йоги. They bring out their student certification card. И они показывают свою карточку. У меня есть сертификат. The teacher's going to have to be, whoa, I better be good because this person knows how to recognize a bad teacher. И тогда у учителей будет реакция: я должен очень хорошо преподавать, потому что этот студент знает, какой должен быть хороший учитель. An educated student is a threat to a bad teacher. Образованный ученик – это вызов для учителя йоги. Now there is no need to certify teachers anymore. Educate the students. Тогда не нужно будет сертифицировать учителей, нужно будет просто обучить учеников. So rather than worry about what other teachers are doing, just be the best teacher you can be. И чтобы вместо того, чтобы переживать, что там другие люди делают, мы все должны быть просто хорошими учителями, лучшими, чем можем быть. And we have to accept that not everyone will like us.
Yes. И мы должны принять факт, что мы не будем всем нравиться. But you have to just believe from your heart you're doing what is correct, whether you have the most students or the least students or whatever. Но в сердце мы должны понимать, что мы делаем самое лучшее, что мы можем. И сколько бы у нас не было учеников, много или мало. That was a very long answer to your short question. Это был очень длинный ответ на твой короткий вопрос, Паша. But what an People answer it listening to was. this, but people listening to this right now are like, what was the question? Люди, которые слушают, могут даже сказать, а какой там был вопрос? Это прекрасная идея. Pavel thinks that it's a really great idea. Certified students. Yeah, student certification. Дэвид, вы наверняка в курсе, что Аштанга Йога в России началась с ваших видеокассет. David, do you know the fact that Ashtanga Yoga was introduced to Russia by your VHS tapes? By who? Your tapes, the VHS Oh, tapes, and Yes, your I video. have a funny story about that. У него даже есть смешная история на эту тему. I made these VHS tapes, big tapes, Ага. Да, он сделал большие кассеты, and I was selling them in America. и я их продавала здесь, в Америке. And someone says to me, a Russian student comes once to a class. И русский студент пришел ко мне на урок. Not in Russia, he was in America or Europe or something, yeah. И это, может быть, было, это не было в России, это было или в Европе, или в Америке. And he says, wow, David, your videos are really popular all over Russia. И он сказал, ох ты, Давид, твои видео очень популярны во всей России. I said, wow, that's great. I've never sold one in Russia. Он сказал, да, это классно, но я ни одного в России не продал. So they were all like copies, like pirated. Contraband. Yes. One person had a VHS tape, they copied it and gave it to everyone else. Yes, sadly but But- true. Говорит, никогда ничего не продал, ну, потому что, видать, у одного у кого-то была кассета, они сделали копии, и так они распространились. But I didn't mind. I'm like, okay, it's all right. Но ему было все равно, потому что, ну, как есть, So так then I есть. made my first trip to Russia. I taught in Moscow and St. Petersburg. What year was it? I don't remember the year. Oh. Maybe Pavel remembers. I can't remember. Павел, ты не знаешь? Не помню. Когда Начало 2000, по-моему. early 2000s? Yes. Yes. И- Early 2000s. Мгм. So Он поехал в Петербург и в Москве был он, да, в 2000 году. Ну, примерно, да, первый визит, примерно. Мгм. the classes were huge И все классы были просто огромными. because for maybe 10 years, these tapes were like an advertising, Потому что, наверное, 10 лет эти кассеты были как хорошая реклама для моих уроков. And people come like, I just want to see who is this guy. И люди просто хотели прийти посмотреть, кто я такой. And a couple of people looked a little disappointed. А некоторые люди, было похоже, что они были разочарованы. One guy said, oh, I thought you would be much bigger. Один парень сказал, я думала, что вы намного больше. I said, no, this is it. That's it. Sorry. Нет, вот что я есть. And the students were very nice and it was fun. I had a great time. Ему очень-очень понравилось быть в России. Все студенты были очень приятные, добрые. Очень хорошо время он провел там. Yeah. Какая у вас сегодня ситуация с пандемией и есть ли планы на ближайшее будущее по вашим семинарам офлайн в другие страны зарубежные? David, do you have any plans to travel internationally with workshops? And how has the pandemic changed your plans? Well, before the pandemic, I was traveling all the time, all over the world.
Да, до пандемии он ездил по всему миру все время. And then for nearly 2 years, I didn't travel at all. И теперь уже почти года я вообще не путешествовала. But in November last year, I was able to go to London and teach in person, first time in 2 years. Но в прошлом ноябре он съездил в Лондон и давал уроки там. And I am scheduled to teach in Naples, Italy, and also in Manchester, England, later this year. И позже, в 2022 году, он должен быть в Неаполе, в Италии, и в Манчестере, в Англии. So we have our fingers crossed that things will begin to open again. Поэтому мы держим пальчики скрещенными, да, чтобы все получилось, чтобы мы могли опять путешествовать. But everything is still a bit uncertain. Да, но очень много неизвестного. But, you know, I think it's important to understand that the planet and people have been through many problems throughout history. Но вы знаете, мне кажется, очень важно понять, что планета и люди прошли через очень многое во время истории. Eventually, we can come out the other side. И в конце концов мы, конечно же, выйдем из любой ситуации с другой стороны. And I'm grateful for having at least this kind of connection. We can talk, we can see each other, yeah. И я благодарен, что хотя бы у нас есть возможность вот так общаться, что мы можем говорить друг с другом, видеть друг друга. But I will admit that I miss being in the room with people, yeah, and students. Но я признаю, что я очень скучаю о том, чтобы быть в классе, в студии с учениками. I miss that sound of the breath and the energy. Я скучаю по звуку дыхания и по энергии. And I even miss the smell. Я даже скучаю по запаху. You don't get that in Zoom. По Zoom это не передашь. Пока нет. So I hope yet, that things will open more and more. Yeah. Да, он надеется, что со временем все будет все-таки открываться. И... Окей. Дэвид, мой следующий вопрос. Ваше условно-негативное отношение к пропсам так и осталось сегодня? И видели ли вы небольшую подушечку в йога-шале в Майсуре, которая используется, когда делаются пробросы назад? Okay. A longish question. What is your what are your thoughts nowadays about props? Because you have spoken in the past against props to a certain extent. That's one part of the question. And the second question is, have you seen that specialized little pillow in Mysore for jump backs? Не джамбэкс, а мостики. Oh, I'm sorry, not jump backs, the drop backs. Dropbacks. Drop backs. So like a landing pad that you can fall on or something. Да, Паша, это что такая, как маленькая подушечка, на которую ты приземляешься во время Подушечка для головы. Oh, it's a small pillow for the head where the head lands during drop backs. Okay. A very technical question. Yeah. Okay. So I never said never use props. Я никогда не говорил, не употребляйте пропсы. I've always said they are only for emergencies. Я только говорил, что они в определенных ситуациях должны, в экстренных ситуациях употреблять. If you have tried every other way to modify a posture and you can't find how to, then use a prop. Если вы пытались все возможные способы, как модифицировать асану, и у вас ничего не получалось, тогда, конечно же, берите пропс. Prop should be the last thing, not the first thing. Но это должно быть последнее, чем вы пользуетесь, не первое. There are problems with props. С пропсами тоже бывают проблемы. They are addicting. И можно привычка как к наркотикам. Have you ever seen someone that uses one and then later give it back? Как часто вы видите человека, который пользуется пропсами, а потом просто от них отказывается?
it's like they have to go to prop therapy to give it up. You know, just Такое they get so впечатление, что attached to it. они настолько привязаны к пропсам, что им нужно пройти определенную терапию расставания с пропсами. Right. So I'll give an example. Я покажу вам пример. Let's say in this posture, Трианг мукха пада. someone's knee is damaged or something, they can't bring the hips down. Да, скажем, в трианге, да, если у кого-то травма колена, и они не могут опустить таз вниз. Okay, put something under the hip. Тогда подложите, конечно, пропс под противоположное But бедро. if trikonasana, you cannot reach the floor, put your hand here. Don't use a block, put your hand on your leg. Но в триконасане не ставьте сразу кубик, положите руку на свою ногу. Otherwise, you have to create vinyasas just for the prop. Потому что иначе вам придется создавать виньясы только для пропсов. Sapta, hold the prop. Ashta, lift the prop, change hands. Nava, put the prop down. И на это есть в Иенгар-йоге, даже со стулом виньяса. Pavel says that in Iyengar yoga there is vinyasa with a chair. Yes. It's a different system. Iyengar yoga is built around props. It's the prop is the center of a lot of the practice, right? Да, система Айенгара — это другая система, и просто она построена вокруг использования пропсов. I want to make the practice as simple as possible. Я хочу сделать практику довольно простой, не упрощенной, The простой. less stuff you need, the more freedom you have. Чем меньше у тебя вещей, тем больше у тебя свободы. Our greatest prop is our breath. Самый важный проп, который у нас есть, это наше дыхание. Yeah. And I don't know about the pillow on the floor, because I think if someone drops back and they really land hard on their head, they're still going to hurt their neck, right? Про подушечку для головы, если кто-то сильно очень приземлится на голову, подушка, не подушка, они все равно могут довольно сильно повредить себе шею. And you know, when I learned yoga, we practiced outdoors. Знаете, когда я учился йоге, мы просто занимались на улице. So if you're practicing in the grass and you fall, it doesn't hurt so much. True. И если вы падаете на траву, и не будет настолько больно. When yoga moved indoors and on these hard floors and things, it hurts when you fall. И когда йога переехала с улицы в студии с твердыми полами, конечно, когда ты падаешь на твердый пол, это уже намного больнее. So I try to encourage students to find a way to practice without a prop. Поэтому я пытаюсь вдохновить учеников заниматься без помощи пропсов. Or if they're using one, find a way for it to eventually disappear. Если им нужен проп, то найдите возможность сделать его как бы исчезающим пропом, чтобы со временем этот проп вообще не существовал. If you use a block, maybe it should just slowly become smaller and smaller until it goes away, right? И если вы пользуетесь блоком, кирпичиком, чтобы он становился меньше и меньше, чтобы в конце концов он просто не существовал. So they're not bad things. It just is one more thing you have to deal with and worry about and carry with you. Yeah. Ну, пропсы — это неплохая вещь, просто это еще одна вещь, о которой нужно думать, носить с собой. Это вещь. Да? Good. That's all. Thank you. Окей. Дэвид, я задам последний вопрос, чтобы не задерживать вас. А как вы думаете, йога в ближайшее будущее, в будущем, в частности, Аштанга йога и йога в целом, она будет дальше изменяться? И хорошо ли это, что она
видоизменяется путем распространения больше по западному миру, или она, наоборот, постепенно будет спадать и вновь возвращаться на свою родину в Индию? Что бы вы могли сказать? David, I'm going to ask you the last question. What are your thoughts about yoga being spread nowadays and changing and different schools of yoga being created? Do you think in the future it's going to continue being really popular, especially here in the West, or do you think it's going to lose its popularity and eventually will return back to its roots in India? Well, unfortunately, I cannot tell the future. Ну, к сожалению, я не могу предсказать будущее. I'm not quite sure how we got to where we are today. Я даже не знаю, как мы оказались в ситуации, в которой мы находимся сейчас, сегодня. But I have a question for you. Но у меня вопрос есть к вам. Why do people practice yoga? And once practicing, why do people continue to practice? You don't have to answer. I'm just rhetorically asking that, right? Это риторические вопросы, на которые можно не отвечать сейчас. Почему люди занимаются йогой? И почему, начав заниматься йогой, люди продолжают ею заниматься? People begin the practice of yoga for many different reasons. Люди начинают заниматься по очень многим разным причинам. One thing that made Ashtanga popular is celebrities started to do it, like Madonna and Sting and stuff, right? Одна из причин, почему аштанга стала такой популярной, потому что звезды начали заниматься. Мадонна, Стинг. People called yoga studios, oh, I want to have arms like Madonna. What is that yoga she's doing, right? Люди звонят в йога-студию и говорят, я хочу, чтобы у меня руки были как у Мадонны. Какой йогой она занимается? Or so many reasons people can go to a yoga class. Так много разных причин, почему люди приходят к йоге. But the thing that keeps them going is it makes them feel good. Но одна из причин, почему они продолжают заниматься, это потому что они действительно чувствуют себя лучше. So even if it's a fad, it's okay if it's a fad that has some long-lasting positive result. Даже если это какой-то несуществующий факт, тем не менее это факт, у которого долгоиграющие, да, результаты. Even in India, yoga was not popular. Даже в Индии йога не была популярной. It's becoming popular in India now because Bollywood stars are doing yoga. Теперь Right? в Индии йога становится популярной, потому что звезды Болливуда занимаются йогой. So it's like throwing a boomerang that went out and then came back, right? Ну, это практически как бумеранг, который был заброшен, а теперь он вернулся обратно. So I think yoga will carry on. Я думаю, что йога так и будет продолжать существовать. And maybe it will take on different forms. И, может быть, она как-то видоизменится. But as long as people are getting benefit, they'll keep doing it. Но поскольку люди получают позитивные результаты от этого, они будут заниматься йогой. But it's not my duty to try to make people do yoga. Но я не должен заставлять людей заниматься йогой. None of us own this yoga. Да. Йога никому из нас не принадлежит. The duty of a teacher is to encourage and to inspire and to facilitate practice. Учителя, они обязаны помогать, вдохновлять своих учеников и помогать им заниматься. And then we release. И потом мы отпускаем. You know the term guru? Да, термин гуру.
It means from darkness to light. Значит, из темноты в свет. If I'm in a dark cave, Если я сижу в темной пещере, I have a candle, but it's not lit. I have no way to light it, but I have a candle in my hand. и у меня есть свечка, но мне нечем ее зажечь. And I notice way back in the cave, I see some little glow of light. И я вижу где-то в глубине пещеры маленькие частичка света. And I approach, and there's someone sat there with a candle that is lit. И когда я подхожу ближе, я вижу, там сидит другой человек, который держит свечку, которая зажженная. I say, oh, you want to light your candle? They extend theirs. I touch the wick of my candle to the flame. I now have light on my candle also. И тот человек спрашивает меня: о, вы хотите зажечь свою свечку? И подает свечку мне, и я дотрагиваюсь фитильком своей свечки, той свечки. И теперь моя свеча тоже горит. That's the light of knowledge. Это свет познания. Notice that in that story, Обратите внимание, что в этой истории the person with the lit candle человек с зажженной свечой did not say this before allowing the other people to light their candle. они ничего не сказали перед тем, как разрешить другому человеку зажечь свою свечку. Oh, you need your candle lit. First, you have to agree to all of these things. Вот, они не так сказали. Они не сказали: тебе нужно зажечь эту свечку, но для этого тебе нужно согласиться сделать это и это. You must only allow me to light your candle. You can have no other candle lighters. Ты должен только мне разрешить зажечь свечку, никто другой не может разрешить тебе зажигать твою свечу. And if I light your candle forever, I am your great candle lighter, blah, blah, all that stuff. No. И если я зажигаю твою свечку, то я буду твой великий свечеподжигатель. Нет, никто такого не говорит. Where the yoga goes, I have no idea. Куда йога пойдет, я не знаю. It's not even my concern or responsibility. Это я об этом не беспокоюсь, это не его ответственность. My responsibility is to present and to give whatever information I have to anyone that is interested. Что я должен сделать? Моя ответственность — это сделать презентацию как бы информации, поделиться информацией, которая у меня есть. И это все. What happens in the future, we don't know. А что случится в будущем, мы уже не знаем. But right now, we can try to share the good things we have gained from yoga. Но в данный момент мы можем делиться тем хорошим, что мы научились от йоги. I'm going to end with one comment, okay? Definition of a yogi. И я закончу одним комментарием. Это как бы определение термина йогина. A yogi is the one that leaves a place just a little nicer than when they arrived. Йоги — это человек, который оставляет место, в котором они побывали, в лучшем состоянии, чем в том, в котором они его нашли. It's not the one that does the most asanas or is the best chanter or whatever. Это не тот, кто делает лучшие асаны, кто лучше всего мантры читает. So we can each ask ourselves a question. И поэтому мы каждый можем задать себе вот этот вопрос. Is the world a better place by my presence in it? Мир — лучшее место из-за моего существования в нем. So if a yogi is one who leaves the place a little nicer than when they arrived, we should all strive to become a yogi. Поэтому если йоги — это человек, который оставляет место лучше, в состоянии лучше, чем в том, в котором они его нашли, значит, мы все должны стать йогами. Дэвид, огромное спасибо, что нашли время. Я безумно счастлив общаться с вами. David, thank you so much that you made time to meet with us. I am so incredibly grateful and happy to have met you and have had a conversation with you. It's my pleasure and honor to be here.
Это мое удовольствие и честь быть с вами. And I hope that we can see each other and be in the same room at the same time before too much longer. И я надеюсь, что мы можем увидеть друг друга, быть в одном времени, в одно время, в одном месте, и это будет не так далеко в будущем. Until then, до свидания. До тех пор, до свидания.